Продолжаем нашу работу. Сегодня мы познакомимся с прямолинейными объектами, как создавать такие объекты и как с ними работать. Эти объекты находятся на вкладочке «Рисование», и первый объект — отрезок. С помощью этого отрезка, нажав на пиктограммку, мы можем создать отрезок. Значит, мы нажимаем, и далее я включил динамический ввод, вот эту кнопочку, чтобы она у меня работала. И у меня есть подсказки. Первая точка. Я щелкаю здесь. И далее я могу что? Указать, где мне нужна вторая точка. Указал. И после этого нажал Enter. Могу сделать и по-другому. Указываю начало, направление и ввожу значение, которое мне необходимо для длины отрезка, для точного построения. И нажал Enter. Дальше могу указать начало, следующую точку, ну допустим, там 500 миллиметров. Нажал, команда продолжает действовать. Новая линия привязана к концу старой. И я указываю здесь, допустим, еще 500 миллиметров, Enter. А далее могу, например, щелкнуть клавишей правой и выбрать здесь вот то, что я вводил. Я, например, хочу, чтобы получился треугольник. Нажму «Замкнуть». И конечная точка, я линии строил одна за одной. И вот от конечной точки напрямую соединиться с начальной точкой. Вот так работает этот инструмент. Можно, вот если вы обратили внимание, я указываю, и те же команды, которые нам подсказывает динамический ввод, они имеются здесь в командной строке, можно там вводить. Но мы уже с вами условились на то, что будем пользоваться динамическим вводом, поэтому об этом я и не говорю. Да. Вот я ввел отрезок и получил такой, как мне необходим. Если необходимо, выделяю левой кнопкой мыши, Delete, удаляю. Дальше. Теперь, кроме этого отрезка, который создает конечные отрезки, которые имеют начало, конец, у нас еще есть инструменты, вот здесь они скрыты. И здесь тоже есть прямолинейные разного рода инструменты, которые позволяют создавать прямые и отрезки. Ну, первый инструмент — это прямая, это бесконечная прямая линия. Щелкаю я по этому инструменту, и смотрите, что у меня здесь есть. Стрелочкой вниз раскрою список. Я могу построить горизонтальную, вертикальную, под углом линию, биссектрису угла или с отступом. Значит, ну допустим, я хочу построить горизонтальную. Я опять же на стрелочку нажимаю, затем Enter, я выбрал, и вот она появилась, линия горизонтальная. Я подобрался, например, вот к этой точке, и здесь щелкаю. И поставил, щелкаю здесь. То есть, видите, где мне необходимо, там я и поставил горизонтальные линии. Эти линии бывают удобны, например, для построения. Еще раз выбираю линия и, например, сейчас поставлю вертикальную. Вот, пожалуйста, точно так же могу провести разного рода вертикальные линии. Еще раз выбираю и, например, выбираю угол. Указываю одну точку и вторую. И вот под углом, таким, каким необходимо, у меня линия может строиться. Дальше выбираю, опять же, раскрываю список и выбираю, например, биссектриса, это будет то же самое, что угол, только она по центру будет эти угла, отступ. И выбираю смещение, например, 100 миллиметров. Выбираю объект линейный
и указываю сторону смещения. Вот, например, сюда я щелкнул влево и вверх. И вот построилась новая линия со смещением 100 мм по отношению к старой. Вот так работают эти инструменты. Кроме таких инструментов, есть еще, вот вы видели там на вкладочке рисования, еще инструменты, которые позволяют рисовать прямолинейные объекты. Это луч. Выбираю луч, опять указываю начальную точку и через точку, указал точку, да, вот видите, построил лучи. Это тоже, они бесконечные, но они начинаются где? В одной точке и дальше идут бесконечно. Вот такие инструменты для построения объектов прямолинейных. И есть еще два инструмента. Вот этот объект точка, он позволяет создать точку. Вот я ее создам, но мы ее, наверное, и не увидим. Да? Вот это маленькая точечка появилась. Это необходимо бывает, например, там указать концы отрезка. Дальше, следующий инструмент для прямолинейных объектов – это прямоугольник. Значит, если я его выбрал инструмент и дальше открываю список, здесь есть еще предложение: фаска, уровень, сопряжение, толщина, ширина. Давайте сначала без них обойдемся, а просто укажем точку первого угла, вот так, точку первого угла, точку второго угла. И вот наш прямоугольник появился. Можем мы выбрать прямоугольник и раскрыть список и поставить, например, фаску. Выбрал. И фаску я, например, поставлю 20, это размер фаски, вторая 20, точку первого угла, точку второго угла. И вот появился, видите, прямоугольник, который имеет фаску вот здесь, срез 20 миллиметров. И теперь дальше, сколько я бы не строил прямоугольников, они все будут строиться именно так. Начало, конец, и видите, пожалуйста, получается с фаской. Это, на мой взгляд, не совсем удобно, поскольку оно позволяет сделать фаски сразу. А если нам надо, например, одну фаску сделать. И теперь, чтобы вернуться к исходному состоянию, то нужно выбрать прямоугольник, раскрыть список, опять выбрать фаску, поставить значение 0, поставить значение 0, а потом уже указывать точку 1 и 2. И вот теперь прямоугольник будет рисоваться у нас без фасок. Это, мне кажется, неудобно. Здесь же для прямоугольника еще есть и уровень, сопряжение, толщина, ширина. Сопряжение точно такая же получается вещь, как и с фаской. Она сразу ставится и постоянно потом строятся прямоугольники с сопряжением. Что не совсем хорошо. Например, для фаски и сопряжения есть еще инструмент здесь, на вкладочке редактирования. Вот она, сопряжение, и здесь есть фаска и сопряжение. Вот эти два инструмента позволяют делать фаску именно на одном каком-то углу, здесь или здесь, поочередно. И, как правило, в чертежах бывает необходимо делать именно не везде полностью на прямоугольнике фаску, а в отдельных местах. Поэтому лично я пользуюсь этими инструментами, а не теми, которые здесь есть у прямоугольника. Что еще есть у прямоугольника? Опять выбираем и выберем ширину. Это позволяет сделать нам ширину, скажем, линии прямоугольника. Указываю начало, указываю конец. И вот получается, вот видите, если здесь ширина линии больше, здесь она меньше.
Ну, оно есть такая возможность, но тоже я предпочитаю, например, пользоваться слоями, да, слоями так удобнее, да, чем здесь персонально назначать для прямоугольника толщину. Ну, надо знать, что эта возможность есть, но пользоваться, я думаю, это не совсем целесообразно. Так, кроме прямоугольника еще есть возможность создавать многоугольники. По умолчанию, видите, здесь многоугольник со стороной 4 стороны имеется. Значит, я могу ввести число сторон, например, 6, подтвердить команду Enter, указать центр многоугольника, а если мы раскроем список, там еще есть что? Сторона, то есть мы можем сторону нарисовать прямоугольника. Ну, я укажу центр. Опять подсказка, вписанный или описанный. Вписанный. Enter, подтверждаю. И задаю радиус окружности, например, 200 миллиметров. Раз, и он построился. А дальше могу построить, смотрите, число сторон 12. Enter, подтверждаю, указываю центр многоугольника, выбираю стрелочкой вниз описаны, нажимаю Enter, указываю радиус окружности 200 миллиметров, и, пожалуйста, многоугольник такой мы с вами получили. Точно так же можно нарисовать с помощью вот этого инструмента и прямоугольник. Указываю, допустим, описаны 200, и вот построил я квадрат, который как раз описан вокруг окружности радиусом 200 миллиметров. Ну, то есть его тут сторона получится сколько? 200 миллиметров. 200 миллиметров. Вот такие инструменты существуют для построения линейных объектов. Для того, чтобы ими пользоваться и не задумываясь, искать их, находить, строить, то я советую, что провести такую практику, потренироваться, построить разные объекты из числа тех, которые мы с вами построили. Ну а в следующий раз рассмотрим, как строятся криволинейные объекты.